Когда измученный экипаж рыболовецкого судна «Морская надежда» уже готов был смириться с полным крахом двухнедельной экспедиции, штурман вдруг заметил странное свечение в глубине океана. Никто не мог предположить, что это означает, но капитан, наперекор здравому смыслу, приказал изменить курс и следовать за этим загадочным явлением, охватывающим бескрайние воды Тихого океана. Измотанные моряки молча подчинились, не подозревая, что следующие несколько часов полностью перевернут их жизни и заставят поверить в невозможное. То, что они обнаружили в этой части океана, куда не заходило ни одно рыболовное судно, заставило даже самых суровых членов экипажа затаить дыхание от ужаса и восхищения. 14 изнурительных дней в открытом океане казались бесконечными, и огромные просторы, где лазурное небо сливается с темными водами, стали их домом и испытанием. Капитан Марк Йенсен, человек с глазами цвета штормового моря и седыми висками, нес на своих плечах тяжесть ответственности за судьбы всего экипажа. Его заскорузлые от соли руки, испещренные старыми шрамами, крепко держали потертую рукоять штурвала, навевая мысли о том, как много было вложено в эту экспедицию. Каждый пустой заброс сетей был как удар в сердце. Топливо таяло, запасы продовольствия истощались, а в трюмах зияла пустота, угрожающая не только финансовым крахом, но и потерей лицензии на промысел, что могло серьезно отразиться на их будущих экспедициях. Команда «Морской надежды» была как одна семья, где каждый знал свое дело и понимал друг друга без слов. Молодой механик Хан Чжао с золотыми руками и мечтательным взглядом колдовал над двигателями, выжимая из них последние силы. Каждый вечер он проводил долгие часы в машинном отделении, где запах масла и металла смешивался с солеными брызгами, проникающими через вентиляцию, создавая атмосферу предостережения и надежды. Его руки, хоть и усталые, не знали усталости, когда речь шла о спасении судна и команды. Старший помощник Мигель Рамирес, человек, знавший море как свои 5 пальцев, часами вглядывался в горизонт, думая о дочери Марии, мечтающей о медицинском образовании. Его потрепанная трубка, передававшаяся в семье из поколения в поколение, почти не гасла, окутывая его силуэт облачком душистого дыма. Он вспоминал ее светлые глаза и мечты, которые вскоре могли сбыться, если удача все-таки улыбнется им. Корабельный кок Амир Аль-Саид, умудренный опытом всех 7 морей, тщательно распределял оставшиеся припасы. Его мудрость в кулинарии и знании хранения продуктов была незаменима. Его морщинистое лицо, обветренное всеми ветрами океана, становилось все более озабоченным с каждым днем. Молодой матрос Андрей Ковач, венгр по происхождению, чьи предки никогда не видели море, но чья душа необъяснимым образом тянулась к водной стихии, записывал каждый день их непростого путешествия в потрепанный дневник. Его записи стали своего рода хроникой испытаний, на протяжении которых он учился постигать морскую жизнь и дружбу со своими товарищами. На 7-й день плавания в тесной кают-компании было принято рискованное решение идти в дальние районы океана, куда редко заглядывали рыболовецкие суда, но это была их единственная надежда. Карты, разложенные на столе, показывали опасный маршрут. Это был отчаянный шаг, и малейшая поломка вдали от судоходных путей могла стать фатальной, но другого выхода просто не оставалось. Молчаливый норвежец Эрик Свенсен, штурман с рыжей бородой, проложил новый курс, надеясь, что благоприятное время года поможет их безумной затее. И океан, словно испытав их стойкость,
наконец, смилостивился. На 9-й день пути вперед смотрящий Джамал Хасан, чье орлиное зрение было легендой среди рыбаков, заметил необычное волнение на поверхности воды. Это был гигантский косяк тунца, величественно пронзающий пропасть океана. Следующие 2 дня превратились в бесконечную борьбу с небывалым уловом, и они осознали, что осуществили мечты рыболовов со всего мира. Палуба серебрилась от рыбьих тел, лебедки стонали под тяжестью сетей, а люди работали до кровавых мозолей, понимая, что такой шанс выпадает раз в жизни. Величественные киты, появлявшиеся неподалеку от судна, оказались древними стражами океана, благословлявшими труд рыбаков. Их мощные фонтаны взмывали в небо, создавая радуги в лучах после полуденного солнца. Амир едва успевал готовить еду, которую моряки проглатывали прямо на палубе, не отрываясь от работы. Его пряный плов с морепродуктами, обычно вызывавший восторг команды, теперь поглощался механически, лишь бы поддержать силы в ожидании следующего улова. Но океан решил преподнести им еще один урок смирения, предостерегающий их о том, что море меняется так же быстро, как дни. На обратном пути судно попало в жестокий шторм, появившийся так внезапно, что даже опытные метеорологи не успели его предсказать. Черные облака, похожие на исполинских морских чудовищ, заволокли небо, погружая их в густую тьму. Волны высотой с 3-этажный дом обрушивались на борт, ветер выл, как 1000 голодных волков, пытаясь забрать их в бесконечную пучину. В 18 часов капитан Йенсен не отходил от штурвала, уводя судно в обход эпицентра бури, равно как и от мыслей о своих людях. Каждая миля далась с огромным трудом, но они справились. Казалось, что все испытания позади, на горизонте уже показалась тонкая полоска земли. Но судьба приготовила им последнее испытание — катастрофу, которую они не могли предвидеть. Молодой матрос Андрей Ковач заметил дельфина, отчаянно борющегося с рыболовной сетью, намертво оплетший его хвост. Без колебаний капитан принял решение развернуть судно, несмотря на измождение команды и близость берега. В их неписанном морском кодексе помощь попавшему в беду была законом, независимо от того, человек это или животное. Целый час они маневрировали рядом с отчаявшимся животным, борясь с волнами и течением, которые пытались в очередной раз забрать их на дно. Наконец, общими усилиями дельфина подняли на борт. Хань и Мигель, самые сильные члены команды, осторожно удерживали животное, пока Амир с его ловкими руками повара методично разрезал путы, стараясь не нанести вреда беззащитному существу. Андрей поливал кожу дельфина водой, не давая ей пересохнуть. Его глаза полны решимости и надежды. Умные глаза животного внимательно следили за людьми, и его щелчки, казалось, были полны не страха, а надежды и любопытства. После освобождения произошло нечто удивительное. Дельфин не уплыл сразу, а устроил настоящее представление, выпрыгивая из воды рядом с судном, заряжая всех на борту неимоверной энергией. Его прыжки были наполнены такой неудержимой радостью и свободой, что даже самые суровые моряки не могли сдержать улыбок и смеха. Зрелище было поистине магическим, как будто само море затевает игру. Серебристое тело, взлетающее над волнами в лучах вечернего солнца, рассыпающиеся брызги, складывающиеся в маленькие радуги. Почти час дельфин сопровождал судно, то уходя под воду,
то вновь появляясь с фонтаном брызг, словно благодаря каждого члена команды. Таким образом, они почувствовали ту непередаваемую связь между существами. Затем к нему начали присоединяться другие дельфины. Его семья, наконец, нашла его. Джамал с его острым зрением первым заметил приближающуюся стаю. Вскоре вокруг судна развернулось настоящее представление, и уханье моря смешивалось с криками радости. Десятки грациозных тел синхронно выпрыгивали из воды, создавая незабываемую картину единства природы и человека. Когда дельфины, наконец, скрылись в глубине, а вечернее солнце окрасило океан в золотые тонны, команда «Морской надежды» понимала, что стала свидетелем чего-то особенного. Их сердца наполнились радостью и пониманием. Эрик Свенсон негромко произнес старую норвежскую поговорку о том, что доброта к морю всегда возвращается старицей. В этот момент они чувствовали себя не просто рыбаками с богатым уловом, а частью чего-то большего, бескрайнего океана, где человеческое сострадание способно творить настоящие чудеса. Так заканчивалось это удивительное путешествие. Последние лучи заходящего солнца окрасили морскую гладь в пурпурные дона, словно сама природа благословляла людей, доказавших, что в их сердцах есть место не только для тяжелого труда, но и для искренней доброты, сохранившей живую природу. А где-то в глубинах океана плыла счастливая семья дельфинов, неся в себе память о людях, которые не прошли мимо чужой беды и откликнулись на призыв помощи. История морской надежды стала легендой среди рыбаков, напоминая всем, что даже в самые трудные времена нельзя терять веру в чудеса и человечность, ведь мелкие добрые дела могут менять судьбы и вдохновлять на новые свершения.